Итак, дорогие друзья, давайте подведем итоги розыгрыша 3 килограмм чебака с выпуска номер 186. Для этого мы скопируем ссылочку на этот обзор и воспользуемся платформой Eliza On Air для поиска того самого везунчика. Погнали! Это займет не очень много времени. Прямо чуть-чуть осталось. И мы узнаем, кто этот счастливчик. Дмитрий Лакеев. Ты у нас в этот раз победитель, поэтому поздравляю тебя, мы с тобой свяжемся и отправим тебе твои 3 килограмма чебака. Наслаждайся вечерами. Всего хорошего, всем спасибо за участие, будьте молодцами и участвуйте снова и снова, когда-нибудь вам тоже повезет. Всем салют, народ, с вами опять я, Айка, это означает, что вы на канале Hookah Time, и сегодня у нас на обзоре целых два продукта. Во-первых, это новые шахты от компании Nube Junior с силиконовым основанием и очень необычная силиконовая чашка из Китая, заказанная с Алихи, вот с таким картриджем. Сегодня мы попробуем на ней покурить и посмотреть, что из этого выйдет. Но пока давайте сконцентрируем наше внимание все-таки на кальяне. Давайте распакуем, произведем анпакинг. Вообще, в целом, упаковка очень симпатичная, она мне нравится и полностью соответствует названию модели этого кальяна. Junior, младший. Похоже на упаковку из-под игрушки какой-то, я не знаю, из-под Барби или Кена или какого-то водного пистолета. Похоже на водный пистолет, какой-то бластер. Давайте распакуем. В целом упаковка прикольная. Сзади здесь распознавательные знаки, из чего сделан кальян. Ну, в целом приятная упаковка. Приятная, вроде как даже продуманная. Открывается это дело снизу. Вот так вот достаем. Ну, реально, похоже на игрушку. Похоже на игрушку. 3300 рублей стоит эта шахта. 3300 рублей, и в комплектацию этой модели входит непосредственно сама шахта, погружная часть шахты, мундштучок, пружинка на шланг и порт под чашку. Здесь еще внизу самое обыкновенное блюдце у блюдца. За 3300 рублей в целом как бы, ну, неплохо. Для кальяна палки это, в принципе, достойный продукт, наверное. Однако в нем есть и большое количество минусов. Соединение происходит прямо в центре этого силиконового основания. Здесь есть декоративное кольцо с надписью Nube. Ну, как-то вот так оно выглядит. Порт под чашку, точнее, под шланг выходит, нет? По ощущениям нет, он там либо впаян, либо вварен, как-то вклеен, скорее всего. Ну, давайте я полностью его соберу. Это погружная часть шахты, это верхняя часть шахты. Причем не особо понятно, где у него какая сторона, но будем методом тыка пытаться сейчас понять. Вкручиваем в центре, внутри основания, верхнюю и нижнюю часть шахты. Вот так это все должно выглядеть. Дальше порт, он на о-ринге, это минус, я сразу об этом скажу, это не очень клево. Забавный диффузор у них, цельный, он все равно будет бурлеть, но тяга будет чуть-чуть легче классической. Порт продувки, жемчуг. Вот так все это собирается, соответственно, блюдце. И порт на чашку. За 3300 вот такая комплектация. Не очень богатая. Радует, что хотя бы пружинка есть в наличии. Ну штука-то я и так уже показал. Что-то... Ну, штука из себя представляет просто трубу с сужением. И здесь на кончике написан, опять же, логотип модели этого кальяна. Ну, в общем, так смотрится в сборе эта шахта. Собрал я желтую. Опять же, повторюсь, надо сказать, что всего в линейке у них 7 цветов. Это у меня здесь как бы желтый, фиолетовый, сиреневый, не знаю, кому как удобнее, красный, есть еще белый, желтый, синий и розовый. Белый, кстати, у них наполнен фосфором, поэтому он в ночи будет немного светиться. Само основание силиконовое. Очень многие почему-то думают, что это какая-то инновация, что это первый кальян, который сделал силиконовое основание на шахте, но на самом деле это неправда, потому что есть E-Glass Leticia, который уже сколько лет? 4-5 лет этой модели, и у него тоже основание полностью выполнено из силикона.
Поэтому это не нонсенс, но тем не менее в такой форме классической, да, силикон как основание используется впервые. Вообще в целом это все равно кальян-палка, вы должны понимать, за 3300. Концепт дизайна, если честно, в принципе, мне нравится. Мне нравятся вот эти швы неаккуратные, но я понимаю издержки производства силикона, поэтому ничего удивительного. А так, для кальяна-палки в целом не очень плохой дизайн. Мне дизайн нравится, смотрится кальян интересно, не прям вау, но в нем что-то есть. Например, куча минусов, о которых мы сейчас с вами и поговорим. Наверное, самым основным минусом у этой шахты и вообще у силиконового основания я бы подметил то, что силикон, он больше подвержен впитываемости каких-то запахов при курении, поэтому, ну, все воняет, но силикон будет вонять сильнее, я думаю, и что еще немаловажно, со временем он будет терять свой яркий цвет, он будет тусклеть, ну, просто пачкаться тупо. Это же силикон, мы же все, когда на силиконовых шлангах курим, которые, ну, светлых тонов, оттенков, они рано или поздно начинают бледнеть, темнеть, и вот все в этом роде. Следующим минусом, ну, казалось бы, изначально это плюс, это вот этот уплотнитель, который уже встроен в комплект, но на самом деле это больше минус, чем плюс. Тебе не придется покупать лишние уплотнители, но если этот уплотнитель у тебя со временем раздрочится, что, скорее всего, и случится, потому что, ну, блин, ну вы понимаете, это же силикон. Это то же самое, что и на рингах этот силикон. Наверное, по составу и плотности нет, но сам факт, рано или поздно это может случиться и будет доставлять дискомфорт в виде сифонов или еще чего-то. Ну, продержится он достаточно долго, я уверен. Типа продержится долго, но рано или поздно все равно это случится, и это не есть хорошо. Давайте коснемся следующего, по моему мнению, минуса. Это порт на продувку. Почему минус? Потому что он здесь просто вот вставляется нержавейкой в силиконовое основание, и при частой замывке, ну, кальян же придется мыть, у меня есть подозрение, это не точно, что рано или поздно это отверстие тоже раздрочится и будет сифонить клапан продувки, но я не могу, ну, сказать наверняка, я не проверял, но так как это силикон, долька сомнений у меня все-таки закрадывается, и потенциально это может быть минусом. Ну и по моему мнению, последний минус – это то, что производитель почему-то не вкинул в комплект шланг абсолютно идентичного цвета, что и основание. Мне кажется, если бы в комплект входил абсолютно такой же по цветовой гамме шланг, то этот кальян, в принципе, смотрелся бы намного симпатичнее. А то тебе придется докупать какие-то шланги, что-то искать, пытаться подобрать. Но обычно черный шланг здесь не смотрится. Я сейчас на нем сегодня покурю, и вы увидите, что если бы он был действительно желтый, и в комплекте это смотрелось бы на уровень выше. Пускай бы это удорожило себестоимость кальяна, но, тем не менее, концепт бы хотя бы как-то был сохранен и доведен до ума. Поэтому это основные минусы, которые мне в этом кальяне бросились в глаза. Давайте на нем покурим и посмотрим, как это дело все курится. Ну и моя супер-мега-чашка, на ней я буду курить сегодня. Давайте приступим к забивке и попробуем этот кальян. Ну, давайте попробуем надеть это все на колбу. Ну, плотненько заходит, плотненько прям. Учитывая, что производство колб у нас, в принципе, такое в России тоже не очень постоянное, и иногда они бывают, горлышко отверстия чуть шире, чуть уже, тут у вас могут возникнуть трудности, потому что другой уплотнитель ты на эту шахту не наденешь, и придется колбу подбирать прям вот идеально, чтобы вставало. Ну, вроде как я надел. Давайте делать чашку и курить. Дорогие друзья, я, чтобы не тратить мое и ваше время, уже подготовил табачок. У нас здесь интересный микс. Это личи, виноград, мята и вафли. Прикольный десерт получается, сладко-пряно такой, ну, приятный, в общем. Для этого я взял сатир вафли, для этого я взял личи от Чибака, и для этого я взял, кстати, новая фасовка у Элемента 200 грамм, Great Mint, виноград, мята. Вот эти три вкуса я взял. Здесь у меня сатир, здесь у меня Элемент, здесь у меня Чибака. Забивать будем на нашей великолепной, мега крутой чашке. Я это все пока вот сюда отложу, чтобы кальяна не загораживало. Вот все. Это чтобы вы запомнили, если что. Давайте попробуем закинуть в этот коробочек немного табака. Все это перемесим хорошенько друг с дружкой. Руки не хочу пачкать, вилкой тоже получится, все будет нормально. Но картридж прикольный. Я, то бишь, на самом деле,
такие чашки еще не испытывал, не курил ни разу. Курил на силиконовых, как и, думаю, большинство из вас, но мне интересно стало попробовать, что это такое за 700 рублей. Всего лишь 700 рублей я отдал, это и чашка, и коллаут, все вместе. Мне просто стало интересно поэкспериментировать, попробовать на этой чашке. Если курица будет так же хорошо, как и на обычном силиконе, ну все, проблема решена. Давайте закидывать, забивать. Ну, естественно, делать мы это будем в отступ, никаких касаний на этой чашке. Все должно куриться прекрасно, мне кажется. И супер удобно в кальянной, если у вас весь ассортимент только этими чашками забит, и гостю что-то горчит или не нравится по вкусу, чашку можно даже не снимать. Просто снял картридж и воткнул другой. В целом затея, смотрится, конечно, затея интересно, но я почему-то уверен, что это будет не очень. Попытка не пытка, ничего не мешает нам поэкспериментировать, для чего вам еще я нужен, чтобы ставить эксперименты, и, надеюсь, тяга здесь не потеряется, потому что здесь достаточно мелкие отверстия, вот здесь, если вы посмотрите, не очень большие, не хочу переворачивать, весь табак может вывалиться, да, но нормально, все будет хорошо, вот они. Ну, тяга не особо сильно потеряна, немного потеряна. Это потому, что у меня не очень много опыта по забивке на таких чашках. Здесь опыт нужен действительно большой. Ну, в целом, я думаю, что все будет в порядке. Что ж, втыкаем это в основу нашей чаши, ждем уголечки. Попробуем все это прогреть и курить. Ну, смотрится прикольно. Если убрать колодку, то вот видно, что там внизу табак. Здесь даже, хочешь не хочешь, соблюдается отступ. В общем... Сейчас на 3,25 буду курить, но боюсь, как бы вот они не поплавили по периметру чашку, потому что 3,25, скорее всего, здесь не уместится. Ну, будем экспериментировать, сейчас посмотрим. Давайте приступим к разогреву чашки. Я думаю, что греться это будет долго. Есть у меня такое подозрение. Но, как бы я не ошибался. Здесь 3,25 много объема занимают. Как бы они не подплавили здесь по периметру чашку. Ну, в общем, рекомендую на 22-х на этой чашке курить. Если, конечно же, у вас есть такая мажорная чашка, как у меня. Я, между прочим, 30 дней ждал. Но из-за формы коллауда у этой чашки угли будут скатываться при курении к центру. Вот они, хорошо. И давайте сейчас более аккуратненько разложим. Попробуем надеть колпак, он что, нормально будет? Нет? Ну, только если так. Но если она особо, она там ничего не прогреет. В общем, давайте ждать. Минут 20 надо будет подождать. Шаришь, дай мне хубовский. Ола! И все, никаких проблем. Все, пускай греется. Будем греть, значит, не 20, а 10 минут. И все. Сейчас попробуем. Ржи. Спасибо. Дорогие друзья, наша чашка прогрелась. Правда, для этого мне понадобился колпак от Хуба, который суммарно стоит больше, чем весь этот кальян вместе с этой чашкой. Но полезная штука же оказалась. Пускай оверпрайс, зато полезно. Я уже сделал пару тяг, я тягу немного запорол, буду с вами откровенен, потому что у меня не было опыта забивки, я, в принципе, предполагал, что так и случится. Но, если честно, эта чашка курится как самая обыкновенная силиконовая чашка. Никакого дискомфорта я не ощущаю. Я на всякий случай действительно взял там в забивку жиростойкие табаки. Я боялся, что из-за этого близкого контакта угля что-то пойдет не так, но на самом деле... Все так, кроме тяги. Тягу я запорол. А в целом чашка-то типа норм, как и обычный силикон. Ну, это, конечно, дичь, я это прекрасно понимаю, и советовать я вам ее покупать не стану. А в целом, ради эксперимента мне было просто тупо очень интересно попробовать, как этот картридж будет куриться. Ну, интересно. Давайте вернемся все-таки к Джуниору. Вот так он курится. Тяга, она между диффузорной и классической. Вы сможете регулировать ее с помощью воды, как и во всех кальянах. В целом вот так. Все минусы я сказал. Курится он нормально. По продувке нету никаких нареканий. Единственное, что продувается колба не с одного раза, но в этом нет ничего прям мега страшного, а так... Курится нормально. Что ж, дорогие друзья, давайте подведем итоги. Этот кальян имеет место быть на рынке, он требует, мне кажется, определенных доработок.
минусы, которые я обозначил ранее в обзоре, стоит искоренить, как-то подумать, как можно эти проблемы решить, потому что, мне кажется, рано или поздно эти минусы с этим кальяном плохую шутку все-таки сыграют. Но 3300 это, в принципе, хороший ценник за этот продукт, сопоставимый. Жалко, что, опять же, не входит шланг того же цвета в комплектацию. Вы видите, как ублюдски смоется черный шланг на этом кальяне. Если бы он был желтый, такого же цвета и оттенка, скорее всего, он бы смотрелся намного лаконичнее и приятнее. Давайте не оставим вас без внимания, дорогие подписчики, и разыграем вам целые 2 шахты этой модели от компании Newb. Очень простые условия для участия в конкурсе. Вам необходимо просто поставить лайк под этим видео, быть подписанными на мой канал на YouTube Hookah Time и оставить комментарий под этим видео, абсолютно любой комментарий, но с одним условием: оставьте там какую-то ссылку на вашу социальную сеть, либо Instagram, либо ВКонтакте, либо номер телефона, чтобы мы в случае вашей победы могли легко с вами связаться и сообщить вам радостную новость. Поэтому розыгрыш 2 шахт одновременно. Участвуйте, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь. Итак, дорогие куряги, настало время прощаться. Вам, как всегда, по традиции необходимо подписаться на мой канал на YouTube, вступить в группу ВКонтакте Hookah Time Club, вступить в наш Instagram Hookah Time Club и подписаться на мой Instagram iKashT. Следите за нами, мы делаем все это для вас, поэтому мы стараемся. Вы тоже старайтесь, смотрите наши обзоры, не пропускайте. Всем удачи, всем пока, будьте молодцами, еще раз участвуйте в конкурсе и хороших дымных покуров. Ждите, скоро будет много-много интересных выпусков. Оператор? Чё? Будешь пробовать? Давай. О, сейчас заценим. Чашка, что надо. Что-то не тянется. Я же сказал несколько раз, что я запорол тягу. Дело в чаше, не в кальяне, да? Да, скорее всего. Потому что шахта толстая. Так мы курили на этом кальяне, мы уже знаем, что нормально. Да, он нормально курица. Дело в чашке. Дело в моей забивке даже, не в чашке. Я просто плохо ее забил. Нет, давай уж тогда прям вот. Дело не в том, что плохо забил, дело в том, что ты даже не пытался никогда забить, теперь раз забил на этой чаше. Да, это все от отсутствия опыта. А так в целом. В целом прикольно. Ну, дешево и сердито. Можно даже если он, ну, как-то испортится, вообще раз в год менять, за 3 года 9 тысяч потратил. Ну, я не знаю, вроде они отдельно комплектуют. Зато 3 цвета будет, можно 3 брать и каждый использовать. Это да, но насколько мне известно, они пока не продают эти силиконовые накладки отдельно. Ну, я, по крайней мере, не видел такой информации, что они с Мне накладки нравится. продают. Было бы прикольно, если они продавали. Если бы продавали, да, если бы они были съемные, было бы прикольно. Что есть альтернативное в таком варианте из дешевого? Но много кальянов, палок примерно. Есть даже такой же абсолютно дизайн у нуба, только он выполнен из Качество. полиацетали. Вот. Все то же самое. Та же самая шахта, только это выполнено не из силикона основания, а из полиацетали. Тоже называется Junior, только это вот такой более упрощенный вариант. Так в целом, типа, ну за 3300 спорно, но имеет место быть на рынке, пускай люди пробуют и сами делают выводы. По мне, типа, он требует доработок, причем конкретных. В чем? Во всех минусах, которые я ранее сказал, это шланг в комплекте, это порт, Шланг, да. это уплотнитель на колбу, ну типа такие проблемы, которые могут сказаться на курении. Раздрочится рано или поздно это отверстие. Тут еще стыковочное место, оно как раз в нем может, ну, мало ли, Ну, да. неизвестно. Склейка, да, ты имеешь в виду? Я Да. понял. Из 2 половинок он сделал. В общем, здесь только методом проб и ошибок. Надо просто на нем курить, подавать гостям, курить, использовать, и только тогда станет ясно, насколько у него вот эта долговечность. Хотя, насколько мне опять же известно, вроде бы на него производитель дает гарантию 1 год. Вроде бы. Я там где-то краем уха такую информацию слышал. Огонь? Так что вот так. Все, будьте молодцами, я пошел.